Привет, я Влад, а это Ineos Grenadier, современный, но утилитарный внедорожник. Создание его заслуживает экранизации. Все начинается тогда, когда заканчивается другая история. Компания Land Rover в 2016 году прекращает производство Defender. Тогда английский предприниматель Джеймс Рэдклифф предлагает Land Rover продать ему права на производство. Но предложение было отвергнуто. Тогда он решает создать свой собственный утилитарный внедорожник. На его создание были приглашены лучшие специалисты, и это ключевой момент успеха. Компания Magna разрабатывала подвеску. Двигатель предоставила BMW с трансмиссией ZF. Напиши, согласен ли ты с выбором двигателя или есть лучшие варианты. Название Grenadier было взято от паба, где была придумана вся эта идея по созданию собственного Defender. Теперь по комплектациям. Их три. Первая – это базовая, за 75 тысяч. Она как чистый лист, и ее можно полностью сконфигурировать по своим потребностям. Остальные две – это Fieldmaster и Trailmaster за 85 тысяч. Но их также можно доукомплектовать какими-то опциями по своему запросу. В дальнейшем в этом кузове будет полностью электрическая версия, а также существует вариант пикапа. Размеры этого автомобиля и его геометрия я поставлю на экран. Двигатель, как я уже говорил, здесь от BMW. Это рядная турбошестерка мощностью 286 сил и 450 моментов. По колесам есть два варианта. Либо это литые диски, либо штампованные. Размер либо 17, либо 18. Резина также доступна в двух опциях. Это либо всесезонная резина, либо повышенной проходимости BF Goodrich. В конфигураторе можно выбрать несколько цветов машины. Здесь интересный цвет, который называется Magic Mushroom. Как опция доступна еще контрастная крыша, либо белая, либо черная. Из нестандартного Ineos предлагает три цвета рамы. Либо обычный черный, либо серый, либо красный цвет. Вот это точно необычная опция. У Гренадира в базовой комплектации полностью светодиодная оптика, ближние, дальние и ходовые огни. Есть также дополнительная фара. Из интересных опций на капот есть металлическая накладка, чтобы удобнее было на нем стоять. Здесь как опция установлен шноркель. По умолчанию здесь воздухозаборник с британско-немецким флагом, но для США есть опция с флагом США. Вдоль всего автомобиля есть вот такие направляющие для крепления внешних грузов. Наверху поручни. Они издалека напоминают дополнительные окна у Defender. Также опционально возможны выходы для установки дополнительного света. Переходим к задней части. Из фишечек. В запасном колесе можно заказать опционально запираемый ящик. Задняя дверь разделена в процентном соотношении 30 к 70. Большая часть с газовым упором, который защищает дверь от раскачивания. Заднее сиденье складывается в пропорции 60 на 40, но не в ровный пол. Машина по умолчанию идет с передними и задними парктрониками. Также с задними буксировочными проушинами и защитой выхлопной системы. На задней двери есть лестница, чтобы удобно попадать на крышу. Переходим к интерьеру. Здесь много всего интересного. Начнем с пола. Можно выбрать материал обивки. Либо оставить голый пластик, либо покрыть ковролином. Дальше сиденья. Они от компании Recaro. Имеют ярко выраженную боковую поддержку. Сиденья реально очень удобные, хорошо держат. Регулировки механические, только вперед-назад по высоте и наклон спинки.
Есть еще одна интересная опция. Ручка пассажира, рукоять стояночного тормоза и руль будет выполнен в темно-коричневой седельной коже. Она со временем приобретает потертость и придает некой индивидуальности вашему гренадиру. Руль двухспицевый. С левой стороны управление круиз-контролем, с правой стороны управление музыкой. Есть красная кнопка с изображением велосипеда. Это тихий гудок. К примеру, когда нужно привлечь внимание пешеходов, чтобы не напугать их. За рулем стандартно с левой стороны ручка управления поворотниками и светом. С правой стороны ручка управления дворниками. За рулем маленький экран. Там только сигнальные лампы. Все приборы перенесены на большой 12,3-дюймовый дисплей. Это неудобно по нескольким причинам. Во-первых, привычнее смотреть с дороги на приборы, вниз опускать глаза. Во-вторых, экран становится недостаточно большой, потому что треть его занимает прибор автомобиля. Эта центральная часть как раз напоминает салон Defender, только в Defender вместо компаса часы. Климат-контроль выполнен в авиационном стиле, выглядит очень круто. Каждая кнопка отвечает за свою функцию. Кнопки большие, удобно нажимать, к примеру, в перчатках, если вы в экспедиции. Здесь есть подогрев сидения, однозонный климат-контроль. В центре кнопка аварийки. С левой стороны отопитель переднего и заднего стекла. С правой стороны включение кондиционера и забор воздуха. Ниже выключение парктроников, управление громкостью и функция старт-стоп. Функции Hold здесь нету. Это не очень удобно, когда стоишь на светофоре. Ключ у Grenadier обычный с выкидным жалом. Жалко, что они не сделали кнопку старта в таком же стиле. Было бы очень круто. Ниже два переключателя. Коробка передач и раздаточная коробка, похожая на раздаточную коробку от Нивы. Они вообще не похожи друг на друга по стилю. Круто было бы, если сделали все одинаково. Ниже кнопки управления мультимедией. Экран сенсорный, но для удобства здесь вынесены основные функции. Дальше бардачок. Он не сильно большой, но запираемый. Еще меня удивила ситуация с подстаканниками. Они очень узкие, стандартная бутылка туда влезает не до конца, и она будет шататься во время движения. Над головой Safari крыша. Эти люки либо чуть поднимаются, либо их можно полностью снять. Между ними продолжается в авиационном стиле череда кнопок. Первый ряд – это управление светом. Дальше системы по бездорожью. Блокировки. Здесь красивая заглушка. И здесь кнопки для включения дополнительного света, который ставится по кругу автомобиля. Расскажу по центральному дисплею. Левая часть занимает основные приборы: скорость, распознавание знаков, контроль полосы. Это система помощников водителя ADAS. Обороты двигателя, передача, паркинг, первая, задняя. Здесь есть передние и задние парктроники и камера заднего вида. Камер кругового обзора нет. Уровень топлива, температура двигателя, одометр и дополнительная информация, например, здесь выведена по запасу топлива. Правая часть – это уже основная мультимедиа. Домашний экран, оффроуд режим, подключенный телефон, аудио, в данном случае радио, настройки, подключенный девайс.
Пару слов о внедорожном режиме. Это показатели: наклон машины, высота, перегрузки, температура всех узлов и давление в шинах. Здесь внедорожная навигация, компас и запись маршрута, если вы уезжаете по какой-то тропе, где нет дорог, что машина пишет ваше направление. Здесь ваша статистика и информация по электронике. Переходим к второму ряду. Здесь очень много места, посадка удобная для рамного автомобиля. Сидушка расположена высоко. Перед ногами достаточно много места, я комфортно сел сам за собой. Из комфорта здесь только воздуховоды для второго ряда и два USB Type-A и Type-C. А вот центрального подлокотника здесь нету, как и нет держателей для стаканов. Так, выезжаем на тест-драйв. Чуть-чуть шумит резина, но это потому, что здесь стоит более внедорожная BF Goodrich. Я уверен, что на обычной всесезонной такого не будет. Интересное замечание. Звук, который сейчас был, включенного поворотника, и звук системы ADAS, это предупреждение о выходе с полосы и превышении скорости, дает такой же. Непривычно смотреть направо на скорость. Конечно, центральный дисплей в таком стандартном месте это просто, наверное, привычнее. Интересно отличается рукоятка коробки передач и раздаточной коробки. Совершенно разные стили, и все это на фоне климат-контроля в таком авиационном стиле. Конечно, коробку КПП, ручку КПП желательно поменять на такой более брутальный стиль. Еще из интересного, если вы заказываете Safari крышу, то не будет никакой шторки. Соответственно, в солнечные дни, может быть, будет напекать. Она, естественно, тонированная, но все равно прозрачная. Очень удобная посадка. Кресло очень хорошо держит в повороте и развороте. Спокойно разворачиваемся на пятачке. Расход производитель обещает примерно 14 литров в городе, но, конечно, все будет зависеть от стиля вождения. Еще из интересных замечаний, поскольку кнопка паркинг здесь сверху на ручке, если тянуться, к примеру, к громкости, то можно случайно нажать на паркинг. Конечно, на ходу машина на паркинг не встанет, продолжим движение. Но если это, к примеру, будет на светофоре, вы отрегулируете громкость или включите кондиционер, то можете случайно перевести. Сейчас пока будем стоять на красном. К примеру, я регулирую громкость, и можно вот случайно ладонью нажать на паркинг. Машина встает.
привычки чуть-чуть откатился, потому что не хватает, как уже сказал, системы Hold. Вот про что я говорил, это звук системы, которая предупреждает, что мы сейчас превысили скорость, разрешено 45, мы едем 50. И те же щелчки, что и при поворотнике. То есть по привычке сначала вы можете подумать, что забыли выключить или случайно включили. Вот эти две дополнительные фары в решетке радиатора включаются весьма необычным способом. Сейчас покажу как. Чтобы включить эти дополнительные фары, сначала активируем внедорожный режим, включаем, подтверждаем. Далее включаем фары и дальний свет. Только после этого они будут работать. Я провел целый день с этой машиной, поездил по окрестностям, и что могу сказать в заключение. Если ты выбираешь машину только для города, ездить на работу или за покупками, возможно, лучше рассмотреть кроссовер. Но если ты любишь съехать с дороги к океану на песок или подняться в горы, это будет хорошим вариантом. Машина хорошо слушается руля, несмотря на то, что она рамная с мостами. Хорошая шумоизоляция и обзорность. Двигателя хватает, он тяговитый. Напиши в комментариях, купил бы ты себе такой гренадир или выбрал что-то другое. Подписывайся, дальше будет больше. Пока!